Как определить, что тебе пишет нарцисс? Сейчас мы часто знакомимся в интернете, у нас нормального какого-то такого предварительного контакта или приконтакта нет, то есть мы не можем человека как-то узнать предварительно, как-то с ним пообщаться. Вот есть человек, который тебе пишет, и ты вроде бы уже общаешься с тем, что есть. А есть на самом деле вначале только буквы и цифры, то есть ты получаешь от него только текст. Даже если мы встречаемся где-нибудь в офлайне, где-нибудь в живой жизни, все равно мы очень быстро переходим в переписку, потому что это реалии сегодняшней жизни. И бывает часто, что ты получаешь какие-то вот сообщения, и по этим сообщениям тебе очень сложно понять, что с человеком происходит по ту сторону, то есть что это за человек. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разберемся, как же по переписке, по вот этим вот буквам и цифрам, которые вам человек шлет, понять, что по ту сторону экрана находится нарцисс. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами немедленно начинаем. И первое, с чего, собственно, и должно начинаться общение с нарциссом, это фаза лавбомбинга, когда он старается сформировать эту первичную такую эмоциональную привязанность, он вас засыпает комплиментами, какими-то сигналами своей любви. В переписке это выглядит как? Вот вы с человеком начали переписываться, там где-то познакомились, и все, он вам пишет, постоянно присылает какие-то мемасики, каких-то котиков, романтичные истории, романтичную музыку. Он вас просто заваливает. При этом он совершенно не смотрит ни на какие границы, то есть ночь, день, на работе, вы не на работе, можете вы говорить, не можете говорить. Он вас просто засыпает этими сигналами. Надеюсь, таким образом просто пробить, так сказать, ваши вот эти вот границы и просто залить вас любовью. Потому что, нужно признаться, нам все-таки приятно, когда нам уделяют много внимания. Особенно если, предположим, у женщины какое-то время не было отношений. Есть какой-то голод по такому теплу и вниманию. И тут вот этого внимания так много. И ты вроде бы даже не замечаешь, что бесплатный сыр в мышеловке, что здесь есть какой-то подвох. Ты все это принимаешь. В результате ты находишься в переписке с человеком, который тебя на первом этапе просто заваливает какими-то своими сообщениями любви. Если вас угораздило встретить скрытого нарцисса и ваша переписка начинается с таким человеком, то он вам будет очень много писать о том, что жизнь к нему была несправедлива, что ему так плохо, тяжело, у него столько проблем. Это человек, который будет как-то вот пытаться вас развести на какую-то жалость. Опять же, если у вас есть неосознаваемые какие-то непроработанные вот черты характера, связанные с таким спасательством, желанием как-то помогать всем людям вокруг, то вы легко вступаете в эту игру. Получается, он вам жалуется, вы его слушаете и утешаете. Таким образом, он получает свой нарциссический ресурс от вас. Он вам рассказывает не о том, что интересно вам. Он вам не рассказывает не о том, что у вас может быть чего-то такого, прогрессивного и интересного. Он вам жалуется на свою жизнь. А вы его слушаете. Если вы понимаете, что все ваше общение состоит из такого как будто бы общения сыночка, который бедненький пришел к мамочке, то обратите на это внимание. Возможно, вы попали на скрытого нарцисса и переписываетесь с таким человеком. Если же мы говорим о грандиозном нарциссе, то такому человеку очень важно получать как можно больше восхищения. И вы можете столкнуться с тем, что такой человек будет вам писать о так называемых воздушных замках. То есть он будет вам расписывать какие-то очень красивые, такие приятные для вас планы, что-то такое, знаете, вот я хочу, чтобы мы с тобой там путешествовали, или чтобы мы вместе, вот у нас была какая-то семья с какими-то, такими семейными общими ценностями. То есть он вам говорит какие-то стандартные вещи, которые, в принципе, всем людям нравятся, он вам это расписывает, он вам это как будто бы сулит. Вы-то относитесь к нему как к человеку, который, наверное, как-то в реальности находится, и он бы не стал бы просто так говорить. А для него не важно. Ему важно рассказывать вам сказки, ему важно петь эту песнь соловья, чтобы вы его слушали. Если вы понимаете, что в переписке, вот вся ваша переписка состоит из того, что он вам говорит о том, что обязательно когда-нибудь мы купим палаццо где-нибудь в Италии, или обязательно когда-нибудь мы там, не знаю, что-нибудь с тобой, вот у нас такое произойдет, только потом когда-нибудь. Не завтра, не через неделю, не в этом году, но потом когда-нибудь мы будем с тобой счастливы. Если вы понимаете, что человек строит эти воздушные замки, то есть такие планы, которые не имеют никакой почвы под собой в реальной жизни, то опять же обратите внимание, возможно, вы имеете дело с нарциссом. Один из улюбленных приемов нарциссов — это гоустинг. Гоустинг от слова ghost, привидение, это такая манипуляция в переписке, когда человек как будто бы пропал, но при этом он вроде как есть. То есть он тебя как бы игнорит, но игнорит как бы так вот присутствуя при этом. То есть он может продолжать вас лайкать, он может, например, вы видите, что он прочитывает ваши сообщения, он может эти сообщения даже как-то лайкать, могут быть какие-то односложные формальные ответы, типа да, окей, хорошо. Но при этом вот вы замечаете, что до этого был, предположим, лавбомбинг, и он прямо писал вам больше, чем вы ему, а теперь вы ему пишете, а он так отвечает сухо, холодно, как будто ему не очень нужно с вами общаться, и таким образом как-то вот от вас отстраняется. В такой ситуации нарцисс надеется вызвать у вас тревогу. Адекватная тревога в ситуации, когда вдруг как-то человек стал вести себя иначе, как-то непредсказуемо. То есть вот вроде все было хорошо, тут что-то произошло, обычно человек начинает думать, может что-то я не так сказала, что-то я не так сделала, может у него какая-то проблема, может что-то еще. То есть вы начинаете больше думать о нем, что ему и нужно. Ему важно, чтобы вот был какой-то человек, который как бы за ним бегает,
То есть я так вот холодно отвечаю, а мне, значит, много пишут, значит, я более важный, чем тот человек. А раз я, собственно, более важный, то это не то, что нужно нарциссу в отношениях. То есть он таким образом, как-то вот держа вас на холоду, пытается увидеть, насколько он для вас важен. И пятая вещь, о которой я хотел бы сказать, это такая ситуация, когда нарцисс вроде бы говорит о вас, но на самом деле он говорит о себе. Вы замечаете, что вся ваша переписка наполнена описанием его проблем и его каких-то ситуаций. То есть вас в этой переписке вообще нет. Он может использовать такие вот ходы типа: послушай, мне вот важно было узнать твое мнение, как ты думаешь, стоит ли мне идти на эту конференцию, и дальше начинает рассказывать про эту конференцию. Или мне важно знать твое мнение, я хочу себе купить какую-то вещь, и дальше начинает рассказывать про эту вещь, и про себя, и почему оно ему нужно, с кем он там имел какие-то отношения, для чего эта вещь нужна его в контексте его взаимоотношений, а вас он вообще не разговаривает. Когда вы начинаете переводить фокус внимания на себя и говорить о чем-то, ну, что у вас происходит, он говорит: да-да-да, у меня была похожая ситуация, и вот слушай. И тут же переводит в речь опять же к себе. То есть вы понимаете, что в переписке вас нет. Вы это такие вот какие-то вот просто бесплатные уши у человека, который вам пишет и рассказывает о том, что происходит с ним. У вас в этих отношениях нет, потому что нарцисс всегда находится в отношениях, где есть он, и есть какая-то такая вот обслуживающая техническая свита, которая не является субъектом. Если вы переписываетесь с каким-то человеком, и вы понимаете, что вот эта переписка, такое общение вас не устраивает, первое, вам нужно как можно быстрее это осознать. Второе, как можно быстрее ему об этом сказать, что вот послушай, такой формат мне не нравится. Мне не нравится, что мы обсуждаем только тебя. Или мне не нравится, что ты навязываешь мне обсуждение тем, которые мне на самом деле не так интересны, как те темы, которые интересны мне, которые ты, соответственно, не поддерживаешь их обсуждение. То есть вам нужно это проговорить. И также надо понимать, что, вы понимаете, переписка в современном мире, несмотря ни на что, это всегда такой предварительный какой-то формат перед встречей. То есть вообще переписка формально нужна только для того, чтобы договориться, как мы встретимся. Если вы понимаете, что ваше общение переходит в переписку, вы с человеком не видитесь, а только переписываетесь, просто понимайте, что это такой вид компьютерной игры, по сути. Вы переписываетесь с каким-то, по сути, аватаром, вы переписываетесь с каким-то квази-человеком. Этого человека нет в отношениях, потому что одна лишь переписка — это недостаточный фактор для того, чтобы называть это полноценным общением. Если у вас есть печальный опыт переписки с нарциссами, напишите, как вы понимали, что это нарцисс по переписке, какие их были такие вот наиболее раздражающие какие-то ходы стандартные. Это будет очень важно. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.